Жизнь в Нью-Йорке всегда кипит, но среди хаоса выделяется один маленький герой – Кайда, миниатюрная австралийская овчарка, которая превратила улицы города в свою сцену. Со своим хозяином Мэтти Кайда ездит по городу на велосипеде, подвывая под каждую сирену скорой помощи, которую слышит. Его ау покорило сердца жителей Нью-Йорка и сделало его вирусной сенсацией. От приключений на гидроциклах до трогательных велопрогулок, Кайда доказывает, что даже самые маленькие пушистые друзья могут оставить неизгладимое впечатление. Познакомьтесь с Кайда, миниатюрной австралийской овчаркой, которая ухаживает по Нью-Йорку. Мэтти завел Кайда в трудный период своей жизни. «Я только что пережил разрыв», – поделился он. «Я всегда хотел собаку, и он дал мне то, чего я с нетерпением ждал каждый день». Вспоминая, как Кайда появился в его жизни и сколько ему лет, Мэтти поделился: «Я завел Кайда после того, как закончились длительные отношения. Я всегда хотел собаку, и он стал идеальным отвлечением». Кайда быстро превратился из простого компаньона в надежного партнера Мэтти в городских приключениях. Кайда быстро стал больше, чем просто домашним любимцем. Мэтти называет его своим маленьким партнером по преступлениям и говорит, что они все делают вместе. Кайда сначала не нравилась идея сидеть в рюкзаке, но Мэтти усердно работал, чтобы ему было комфортно. Мы начинали с коротких поездок, и я всегда следил за тем, чтобы он чувствовал себя в безопасности, объяснил Мэтти. Мэтти вспоминает, что Кайда впервые ехал в рюкзаке. Потребовалось некоторое время, чтобы он почувствовал себя комфортно, но как только мы выехали на дорогу на велосипеде, он был в полном восторге. Очевидно, рюкзак стал для Кайда местом в первом ряду городской жизни, позволяя ему впитывать все виды и звуки из уютного места. Теперь Кайда – профессионал. Он гордо сидит в своем рюкзаке, когда они едут по городу, его уши развиваются на ветру. Самая известная привычка Кайда возникла случайно. Когда он впервые завыл вместе с сиреной, я не мог перестать смеяться, сказал Мэтти. Катание по улицам также привело к некоторым забавным встречам. Когда его спросили, узнают ли когда-нибудь жители Нью-Йорка Кайда, владелец рассмеялся, объясняя нам ситуацию. «Ха-ха, каждый раз, когда я еду, несколько человек в день узнают его, это всегда весело». Вой собаки превратил его в местную достопримечательность, вызывая улыбки у прохожих, которые видят его счастливо сидящим на велосипеде. Теперь, каждый раз, когда мы слышим подъезд скорой помощи, он просто обязан присоединиться. Как будто он пытается помочь. Аву Кайда часто вызывают машины скорой помощи, ласково прозванные авубулансами. Мэтти, которому было любопытно, сколько раз они слышат во время типичной поездки, объяснил: это зависит от обстоятельств. Иногда мы просто слышим их на расстоянии, не пересекая пути, но в других случаях их может быть более 5. Каждая сирена вызывает восторженный вклад Кайда, к большому удовольствию наблюдателей. Вопли Кайда сделали его местной знаменитостью. Туристы со всего мира останавливаются, чтобы спросить о нем и сделать селфи с маленьким австралийцем. Среди их многочисленных приключений владелец с радостью описал самый памятный опыт с Кайда в Нью-Йорке. Совместное катание на гидроцикле было определенно уникальным, но, честно говоря, именно маленькие моменты запечатлелись в моей памяти, как он будет меня, улыбается и катает на спине. Я становлюсь сентиментальным, просто думая об этом. Эта трогательная смесь больших приключений и повседневных радостей иллюстрирует особую связь, которую эти двое разделяют в оживленном городе, который они называют домом. Вопли Кайда могут показаться мелочью, но они принесли радость многим людям в городе. Удивительно, как такая простая вещь, как вой собаки, может заставить людей улыбнуться, сказал Мэтти. Для Мэтти каждый день с Кайда – это приключение, независимо от того, исследуют ли они город или просто отдыхают дома. Кайда и Мэтти не ограничиваются только ездой на велосипеде. Они пережили несколько диких приключений вместе, включая катание на гидроциклах. Тем не менее, щенок, несомненно, доказывает, что даже в большом городе именно мелочи могут иметь решающее значение, вроде милых ау.